Друзья, всем привет! Сегодня предлагаю приготовить новый рецепт. Не только очень вкусной, но и очень-очень красивой закуски, которая будет эффектно смотреться на любом праздничном столе. Ну и как вы уже увидели, одну большую луковицу нужно нарезать на кубики средних размеров, а две морковки средних размеров нужно натереть на крупной терке. Морковку и лук обжариваем до готовности на небольшом количестве подсолнечного масла, затем отставляем в сторонку, пускай остывает. Далее нам понадобятся шампиньоны. Сколько каких продуктов, как всегда, читайте в описании под видео. Сами шампиньоны нужно будет постараться нарезать на вот такие вот крупные куски. Не старайтесь их нарезать на маленькие кусочки, потому что крупные кусочки будут более красиво и эффектно смотреться в нашей закуске. Ну а после того, как вы нарезали шампиньоны, их нужно будет обжарить любым удобным для вас способом. Отставляем грибы в сторонку, пускай они тоже остывают. Затем берем две половинки куриного филе, либо на мясорубку, либо же блендером превращаем их в фарш. Куриный фарш нужно будет посолить и поперчить. Соль и перец, как всегда, добавляйте по своему вкусу. Далее в тарелку к фаршу отправляем уже остывшую морковку с луком и остывшие полностью все обжаренные грибы. А сейчас вот это все нужно полностью хорошо размешать. Смотрите, ложкой это сделать будет невозможно, поэтому не стесняемся. И вот так вот просто руками очень хорошо все перемешиваем. После того, как перемешали, можно сказать, что основную работу мы уже сделали. Сейчас отставляем этот фарш на немножко в сторонку, а сами займемся приготовлением другого вида мяса. У меня это сегодня будет свинина. Вначале ее нарезаем на вот такие вот стейки, 6 кусков должно быть. Каждый кусок мяса затем нужно будет хорошо отбить, точно так же, как будто бы вы отбиваете их на отбивные, и каждый кусок мяса должен будет увеличиться по площади примерно в 2-2,5 раза. Но смотрите, не перестарайтесь, мясо у вас должно быть целое, не порванное. Ну а после того, как вы сделали вот такую вот большую отбивную, каждое мясо с двух сторон нужно будет посолить и поперчить. Соль и перец, как всегда, добавляйте по своему вкусу. Отбитый кусок мяса отправляем в отдельную тарелку и точно таким же способом делаем полностью все куски, которые вы нарезали. Пока вы их будете отбивать, каждый кусочек мяса хорошо пропитается солью и перцем. Итак, полностью все мясо мы сделали вот такие вот отбивные, а сейчас приступаем к приготовлению основного блюда. Рабочую поверхность застилаем пергаментной бумагой. На пергамент вот таким вот образом нужно будет разложить полностью все мясо, чтобы у вас в итоге получился один большой пласт из мяса. По итогу вам нужно будет так разложить мясо, чтобы нигде не осталось пустого пространства, чтобы все полностью было хорошо закрыто. Пускай мясо больше вылазит друг на друга. Самое главное, чтобы не было пустот. Ну вот такой вот ровный пласт из мяса у меня получился. Затем берем куриный фарш. Из ближайшего к вам края нужно будет полностью разложить весь фарш. Смотрите, не раскладывайте его полностью на весь пласт. Нужно разложить будет примерно на 2/3 части мяса. Куриный фарш отправляем полностью весь, который вы приготовили. Толщина фарша у вас должна быть примерно 1,5-2 см. Выделываем вот такой вот красивый ровный прямоугольник. С краю мяса нужно будет отступить примерно по 1 см, чтобы в куриный фарш не вылазил за мясо. Смотрите, друзья, я хочу, чтобы у меня фарш внутри получился как будто бы в виде трубочки. Если вы хотите сделать его в виде улитки, чтобы было похоже, можете полностью распределить по всему мясу. Берем за ближайший к вам край за пергамент и стараемся свернуть красивый, очень плотный рулет. Самое главное, пергамент отставляйте по чуть-чуть в сторонку, не сворачивайте его внутрь. С каждым витком вот так вот поправляйте и старайтесь уплотнить полностью все, что у вас получается. Чем плотнее вы сделаете, тем в итоге будет красивее и вкуснее блюдо. В конце в этот же пергамент нужно все полностью хорошо завернуть и пергамент скрутить в виде конфетки. Далее берем нитку, связываем наши края и вот таким вот образом нужно будет еще раз обвязать полностью все мясо. Нитка не даст мясу разлезться во время выпекания, более плотно и более хорошо будет удерживать его в пергаменте. После того, как вы все хорошо свяжете, отправляем рулет в разогретую духовку примерно на 1 час 20 минут. Рулет у нас слишком толстый получился, поэтому, чтобы хорошо все выпеклось, время выпечки может даже немножко увеличиться. Примерно 1 час 20 минут, но как всегда, следите за временем выпечки по своей духовке. Ровно через час 20 я достал все из духовки. Смотрите, из пергамента выбежало немного сока, так должно и быть. Сам рулет немножко, так сказать, как будто бы надутый, и видно, что внутри тоже есть сок. Далее наш рулет нужно поставить под пресс, чтобы он хорошо спрессовался. Пресс у меня будет в виде 3-литровой банки с закруткой. И в таком вот положении нужно будет оставить все до полного остывания, хотя бы на часа 2.
Через 2 часа достаем полностью все из пергаментной бумаги, видим, что отстает все хорошо, и смотрите, какой красивый, плотный и аккуратный рулет у нас получился. Ну что ж, друзья, настало время все разрезать и посмотреть, какой же он получился внутри, и попробовать его на вкус. А получилась, друзья, вот такая вот необычная красота, так как я хотел. Мясо внутри получилось в виде трубочки. Смотрите, друзья, во время нарезания рулет форму держит отлично. Ничего нигде не разваливается, ничего нигде не расслаивается, а по вкусу получается необычное. Самое главное, на праздничном или на любом другом столе вот такая вот закуска будет смотреться оригинально и очень красиво. Все получилось как будто бы из мраморной крошки. Ну что ж, друзья, на этом у меня на сегодня все. Если вам понравился такой вот необычный рецепт закуски, как обычно, поставьте лайк. Не понравилось, поставьте дизлайк. Поделитесь такой вот оригинальной закуской с друзьями, я уверен, им тоже это все понравится. Ну а мы с вами, как всегда, встретимся в новых видео. Всем пока, всем до скорой встречи на канале Аппетитная кухня.